Привет, меня зовут Игорь Зуевич. В этом видео мы с вами будем заниматься тем, что будем создавать полноценных GPT-агентов. Но будем не просто там создавать GPT-агентов. У меня уже отдельное видео есть о том, как создать GPT-агентов под себя. А будем создавать GPT-агентов именно для продажи, для того, чтобы зарабатывать деньги, используя GPT Store, который совсем недавно появился, соответственно, в ChatGPT. Значит, для начала, да, почему, кто вообще нам будет платить за, соответственно, наших агентов и как с их помощью можем зарабатывать. Соответственно, на прошлой неделе компания OpenAI запустила в ChatGPT так называемый GPT Store. GPT Store — это так называемый магазин ChatGPT, где вы можете выбрать себе определенного чат-бота, либо GPT-агента, с помощью которого вы будете решать определенную проблему в рамках там, своего направления. То есть, грубо говоря, мы хотим выучить английский, мы вместо того, чтобы общаться с глобальным чат-GPT, мы находим GPT-агента, который специализируется на том, чтобы учить людей английскому, и, соответственно, с ним начинаем работать. Либо мы хотим создавать крутые сценарии для Reels роликов. Мы находим специализированного GPT-агента, который нам будет создавать специализированный сценарий для Reels роликов. И, соответственно, такие специализации у каждого GPT-агента, они свои. Для того, чтобы не пользоваться глобальным чат-GPT, который может иногда тупить, который может давать более общую информацию, необходимо использовать именно GPT-агентов, которые заточены и специализированы под определенную задачу, под определенное направление. Компания OpenAI сказали, что как только они запустят GPT Store, они будут давать отчисления тем ребятам, либо тем авторам, которые будут создавать крутых GPT-агентов, которых будет использовать максимальное количество людей. То есть, грубо говоря, чем большее количество людей вашего агента, созданного вами, будет использовать, тем больше отчислений вы, соответственно, будете получать от GPT, от ChatGPT. Для того, чтобы ваш агент выделялся в поиске, необходимо сделать ему конкретную специализацию, которая будет решать определенную проблему определенной части целевой аудитории. Соответственно, этим мы с вами будем заниматься. То есть я вам покажу не как просто создавать GPT-агента, а как найти идею, нишу, направления в рамках ChatGPT для того, чтобы создавать GPT-агентов, которые будут востребованы, которые будут интересны, соответственно, людям. Для того, чтобы создавать GPT-агентов, нам необходимо с вами будет пройти 7 шагов. Первый шаг — это найти какую-то, здесь самое важное, неиспользованную, какую-то оригинальную идею в существующих проблемах. То есть есть глобальная проблема изучения английского языка, и нам, например, в рамках этой проблемы необходимо найти какую-то идею, которая будет закрывать эту проблему. Второе — это значит, мы сгенерируем и уточним инструкции, которые мы будем давать, соответственно, для решения этой проблемы. Третье — это создадим визуальную часть, это создадим имя, описание, аватар для нашего GPT-агента, таким образом, чтобы он отличался от всего того, что есть на рынке. Четвертое — это создадим базу знаний для этого агента и быстрые действия. Пятое — это протестируем и опубликуем нашего GPT-агента в GPT Store. Там тоже есть свои небольшие нюансы, которые необходимо, значит, соблюдать. Шестое — это начнем продвигать своего, соответственно, GPT-агента. Без маркетинга и без продвижения, к сожалению, уже никак. И седьмое, соответственно, мы сгенерируем какие-то основные требования для нашего GPT-агента, добавим ту же самую политику конфиденциальности. И все, соответственно, 7 шагов мы должны с вами пройти в рамках этого видео. Значит, смотрите, есть несколько способов создавать GPT-агента. Я вам покажу способ, для начала, покажу способ, который используют все, который я не рекомендую использовать. То есть самый стандартный способ. Мы заходим там в ChatGPT, мы заходим в свой аккаунт, заходим в MyGPTs, и здесь в этом разделе мы создаем там Create GPT. То есть нажимаем Create GPT и начинаем вот в рамках этого чата обучать нашего GPT-агента. Это один из самых популярных способов создания GPT. Но он не дает огромного преимущества. То есть так 99% людей, которые пытаются создать сейчас своего GPT-агента, они используют именно этот способ. То есть они в рамках чата начинают общаться и начинают обучать своего GPT-агента. Я тоже так делал. Первых своих GPT-агентов я создавал именно таким образом. То есть в рамках чата я писал ему
что мне необходимо сделать, подбирал имена сначала, вот как он делал сначала, подбирает имя, потом аватар, потом еще что-то. Но этот способ используют 99% людей, и этот способ, к сожалению, он не работает. То есть, если вы хотите создать GPT-агента, на котором вы будете зарабатывать, то не пользуйтесь именно этим способом. Необходимо сделать в конфигурации, вносить данные через конфигуратор, через именно индивидуальные настройки, но чтобы сюда внести данные, необходимо нам эти данные сначала создать. И сейчас я вам покажу промпты, либо сейчас я вам покажу запросы, с помощью которых мы, соответственно, уже будем сами создавать GPT-агентов. То есть мы не будем придумывать что-то из головы, мы будем пользоваться чат GPT для создания внутри чат GPT GPT-агентов. Отлично, значит, мы заходим в чат GPT. В первую очередь нам необходимо, для того, чтобы создать GPT-агента, нам необходимо вот пройти по шагам, это найти первую идею, которая не востребованную, то есть не то, что не востребованную, идею, которая в данный момент не так популярна, но которая беспокоит огромное количество людей. То есть нам найти необходимо идею. Это знаете, как мы бизнес какой-то запускаем, либо какое-то направление. Да? Нам необходимо найти идею, выбрать нишу. Здесь то же самое. Нам необходимо найти идею, выбрать нишу для нашего GPT-агента. Как это сделать? Конечно, можно придумывать, там, сидеть, мозговой штурм устраивать, но зачем, когда у нас есть искусственный интеллект, который нам поможет, соответственно, с этой задачей. У меня есть специальный промпт, который выложен в мой телеграм-канал. Это промпт для создания своих GPT-агентов. То есть так называется промпт создания GPT-агентов для продажи. Он есть как в оригинале на английском языке, так есть и на русском языке. То есть он переведен. В данном видео я вам буду показывать именно весь процесс создания на русском языке. Но стоит учитывать, что если вы собираетесь монетизировать своих GPT, то есть вы собираетесь с них зарабатывать, то я бы вам рекомендовал все же использовать все то, что мы сегодня делаем, на английском языке. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе описания, ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге и в личной жизни. Промпты на английском языке у меня также есть, но я вам буду показывать на русском, чтобы вам было более-менее понятно, о чем вообще идет речь. Вот. А дальше, конечно, все это делается именно на английском языке, потому что русскоязычное комьюнити чат GPT, оно небольшое. Когда мы используем промпты и когда мы делаем нашего чат GPT агента, именно чат-бота на GPT агента именно на английском языке, то мы расширяем, соответственно, все комьюнити, мы расширяем аудиторию, и тем самым мы можем получить большое количество трафика в своего агента и, соответственно, больше зарабатывать. Это, как бы, я думаю, что это логично. Поэтому я буду показывать на русском языке, но при этом все промпты у меня есть также на английском языке. Ссылка на телеграм-канал находится под этим видео. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Там есть подробная информация, как получить и где найти, соответственно, все эти промпты, запросы к чат GPT, таблицы, какие-то технические моменты и, соответственно, наши прямые эфиры там тоже есть. Значит, первый шаг, который нам необходимо пройти, мы будем использовать в качестве промпта первое задание. Нам нужно найти неиспользованные идеи. Для этого мы чат GPT даем простую такую вот команду. То есть мы берем, копируем вот этот вот раздел, копируем этот промпт и вставляем его просто в чат GPT. В чем суть этого промпта? То есть если мы прочитаем этот промпт, то он говорится следующее. Мне нужна помощь в создании собственных чат-ботов. В данном случае чат GPT. Эти пользовательские версии этого чат-бота я мог бы назвать чат GPT или GPTs. Эти GPT отлично подходят для создания пользовательских версий чат GPT, которые помогают пользователям решать конкретные проблемы. Например, может существовать GPT под названием Copywriter Иван, который помогает писать адаптированные и привлекательные тексты, уделяя особое внимание релевантности и конкретному количеству слов. Эти GPT могут быть опубликованы публично в магазине GPT, чтобы пользователи могли использовать их и осуществлять поиск для решения конкретных проблем с помощью специальной версии этого чат-бота. В конечном итоге эти
издатели этих GPT могут получать компенсацию в объем за взаимодействие, то есть получать какие-то выплаты, которые получают их GPT. Вот здесь мне и нужна ваша помощь. Эти GPT делятся на 7 категорий. DALL-E, Writing, Productivity, Reserve. Эти все категории мы можем увидеть непосредственно в чат GPT сейчас. И здесь смотрите, эти 7 категорий мы видим в самом GPT Story. То есть это DALL-E, Writing, Productivity, Programming, Education, Lifestyle. То есть вот эти вот 7 категорий мы их сюда и забиваем. То есть чтобы мы не думали, в какую категорию потом в будущем размещать нашего GPT-агента, мы ему тут же говорим, что вообще в чат GPT существует 7 категорий, в которые мы можем попасть. И нам необходимо, соответственно, не отделяться от этих 7 категорий, именно с этими 7 категориями и работать. Вот, то есть перечисляем здесь эти категории. Мне нужна помощь в поиске уникальных решений проблем, которые широко распространены в этих категориях. Я хочу создать GPT, который действительно помогает пользователям решать их проблемы, но при этом является уникальным, неиспользованным методом решения. То есть уникальным, неиспользованным методом решения. Создай мне по 15 ID для каждой категории. То есть он нам сейчас даст огромный список, на основе которых я потенциально мог бы быстро создать GPT, чтобы получить вознаграждение за свое участие в GPT. И мы, соответственно, этот текст копируем и отправляем непосредственно в чат GPT. И сейчас он нам должен будет сгенерировать по 15 различных проблем, по 15 различных направлений для, соответственно, нашей задачи. Чтобы вам создать, чтобы вам помочь с созданием уникальных версий GPT для каждой из 7 категорий, вот по 15 идей для каждой категории, которую мы могли бы стать основной для создания специализированных чат-ботов. И он начинает по каждой категории давать определенные проблемы, которые, соответственно, решают, с помощью которых можно решать задачи. Значит, проектирование и упаковка продуктов по заданным параметрам. Автоматическое создание иллюстраций. Это DALL-E для детских книг. Генерация концерт-арта или инди-игр. Проектирование, райтинг, продуктивити. Видите, он на продуктивити остановился, потому что у него закончились токены. Мы просто нажимаем продолжить и, соответственно, двигаемся дальше. Значит, райтинг, то есть написание, генератор SEO-оптимизированных статей, сервис для написания речей и презентаций, разработка сценариев для рекламных роликов, сервис по созданию персональных историй для детей, генерация описаний для недвижимости, редактирование и улучшение академических текстов. То есть по каждой категории он нам дает то, что он считает популярным в этой категории, и то, что еще мало кто, соответственно, делает. По 15 направлений. И все, что нам остается, это сейчас, то есть, грубо говоря, он сейчас нам сгенерирует, сколько там, 7 на 15, это 70, 105 потенциальных GPT, которые мы можем создать. Но мы 105 сейчас в этом видео вряд ли будем делать. Мы хотя бы сделаем с вами одного, а вы уже можете делать все 105, используя, соответственно, вот эти вот запросы. Значит, Research и аналитика, анализатор трендов рынка, анализатор пользовательского поведения на сайте и для анализа предсказания финансовых рынков. Да, очень, кстати, интересная тема. Инструмент для оценки рисков и управления ими, сервис для исследования и анализа потребительских отзывов, программирование, генератор кода для стандартных задач разработки, генератор документации для кода и консультант по выбору, продуктивность, инструмент для управления задачами командами, сервис для оптимизации рабочих пространств, автоматизация рутинных задач. То есть, грубо говоря, мы сейчас с вами получили список того, чем пользуются люди в рамках чат GPT, то есть какие проблемы они решают. Видите, опять остановилась, давайте продолжим. Какие проблемы они решают с помощью чат GPT и самые популярные проблемы, на которых еще нет большого количества решений, он нам, соответственно, выдает. Education – это интерактивное учебное пособие по математике, помощник для подготовки к экзаменам, генератор учебных материалов на заказ, инструмент для создания оценки онлайн-курсов, система для организации проведения вебинаров, схема для автоматизации административных задач в учебных заведениях, платформа для совместного обучения базами знаний. То есть огромная база популярных тем у нас сейчас выстраивается.
ИИ для управления домашним бюджетом, генератор идей для домашнего декора и интерьера, платформа для обучения хобби и ремесел, система отслеживания модных тенденций, сервис для обмена книгами и другими предметами, и для планирования сада и ухода за растениями. То есть наша основная задача сейчас просто выбрать какое-то направление, и на основе этого направления мы будем создавать нашего GPT-помощника. Но давайте я выберу ИИ помощник для подготовки к экзамену. Давайте выберу ИИ помощник для подготовки к экзамену. То есть выберем вот это вот направление. Можно выбрать любое направление. Мне оно просто понравилось. В качестве примера давайте его именно и выберу. ИИ помощник для подготовки к экзамену. Значит, следующий шаг. То есть мы с вами нашли идею. Мы с вами нашли потенциальную идею, с которой мы будем работать. Следующее. Что нам необходимо сделать с шагом номер 2? А на шаге номер 2 мы уже будем показывать решение, соответственно, той проблемы, которую мы нашли. Для этого мы используем следующий промпт. Я хочу создать GPT на основе, и здесь нам важно ставить нашу выбранную тему. Теперь создайте 10 эффективных и уникальных способов решения этой проблемы, которые будут полезны пользователю. Я хочу, чтобы эти решения заставили пользователя почувствовать, будто он открыл удивительный секретный способ эффективного решения этой проблемы. Так, что мы с вами выбрали? Мы с вами выбрали ИИ помощник для подготовки к экзаменам. Ну, давайте эту тему и выберем на основе выбранной проблемы, и мы сюда ставим ИИ помощник для подготовки к экзаменам. Вот сюда. Так вот вставим в кавычках. И отправляем, соответственно, чат GPT. То есть сейчас мы с помощью этого промпта решаем, соответственно, вторую задачу. Если вы создаете своих GPT-помощников, не нужно тупо следовать тем промптам, которые, соответственно, я вам показываю. Любой промпт, для того, чтобы он круче работал, вы можете вносить в него свои корректировки, усиливать его, улучшать, тестить, смотреть, что, соответственно, будет работать лучше. Ну окей, значит, мы дали ему промпт, что нам необходимо создать 10 эффективных уникальных способов решения этой проблемы. И теперь он нам дает 10 уникальных эффективных способов, как можно, соответственно, решать эту проблему. И наша с вами опять основная задача, то есть у нас было 105 тем. В каждой теме мы нашли по 10 проблем, по 10 решений, на основе которых мы можем генерировать чат GPT-агентов. То есть, грубо говоря, у нас есть 105 и в каждом по 10. То есть у нас есть уже 1050 различных GPT-агентов, которых мы можем создать, используя вот эти вот промпты. Значит, смотрите, что он нам предлагает? Персонализированный план изучения материала, интерактивное тестирование с обратной связью в режиме реального времени и подборщик ресурсов. На основе анализа предстоящих экзаменов текущего уровня знаний пользователей ИИ предлагает самые актуальные и эффективные учебные материалы, видео, статьи или книги. Мне нравится эта тема. Концентрация на слабых сторонах и анализирует прошлые результаты тестов, идентифицирует слабые места, режим Focus Time, анализирует периоды максимальной концентрации, интеграция с реальной жизнью, предлагает применять знания в реальных ситуациях через ролевые игры или практические задачи, чтобы улучшить понимание запоминающегося материала. Слушайте, вот эта вот тема вообще, мне кажется, очень крутая. Мотивационный ассистент, тот, который тебя будет мотивировать. Значит, все, мы выбрали, например, в рамках нашей темы использовать GPT-агента, который будет интегрировать с реальной жизнью, то есть предлагать применение знаний в реальных ситуациях через ролевые игры или практические задачи, чтобы улучшить понимание и запоминание этого материала. Это просто огонь. Мне кажется, я сам бы использовал такого GPT-агента для подготовки к экзаменам, будь я студентом. Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо использовать следующий промпт. То есть я в него вбил следующий промпт. Я собираюсь создать GPT на основе предоставленного вами решения. И здесь мы берем вот это вот решение, которое мы выбрали. Значит, интеграция с реальной жизнью и предлагает применять знания в реальных ситуациях. То есть мы вот это вот убираем, решение, которое вы выбрали, и сюда вставляем, соответственно, это решение, которое он нам предложил. Далее мне нужна помощь в создании специальных инструкций, которые помогут пользователям разобраться в парадигме использования... подождите, он еще здесь не закончил. Давайте я пока это все скопирую. Вот. И дальше уже я добавляю, соответственно, свой промпт.
Далее мне нужна помощь в создании специальных инструкций, которые помогут пользователю разобраться в парадигме, использующей это решение для решения проблем. Эти пользовательские инструкции предоставляют собой внутреннюю часть работы GPT. Когда пользователи задают вопрос этому интерфейсу GPT, он использует эти инструкции, чтобы помочь найти решение проблемы. Мне нужна эта парадигма или система, чтобы действительно помочь пользователю. Вы можете предоставить шаги, методы, конкретное форматирование вывода или что-то еще, что вам нужно, чтобы обеспечить обширный, интерактивный и полезный опыт. То есть, грубо говоря, мы здесь ему говорим, что мне необходимы инструкции для того, чтобы я смог создать чат GPT на выбранную, соответственно, тему. Когда я призываю начать анализ 5 причин, помогите расследовать первопричины следующим образом. Сформулируйте проблему, попросите меня четко определить проблему. Сначала почему, спросите меня ответить, почему возникает проблема, указать причину, прямую причину, последующую почему. Для каждого предоставленного ответа следуйте глубже, задавая вопрос почему, еще раз обсуждая. То есть мы создаем GPT-агента, который реально будет помогать человеку. Соответственно, он создает из 7 пунктов, и этот промпт мы сюда отправляем. Теперь он анализирует этот промпт и конкретно для нашего решения, вот это вот наше решение, интеграция с реальной жизнью и предлагает применять знания в реальных ситуациях через ролевые игры или практические задачи, чтобы улучшить. И он нам уже создает полноценные пользовательские инструкции, которые мы уже будем вбивать для обучения самого ChatGPT. Все, значит, он нам создал инструкции, которые мы будем в дальнейшем вбивать нашего ChatGPT. Но это мы прошли как бы второй шаг. Мы уже, грубо говоря, создали практически всего ChatGPT. Единственное, мы еще не продумывали его название, не продумывали изображение, которое будет использоваться, не продумали, соответственно, краткое описание. Для этого мы вводим специальный промпт. Значит, промпт звучит следующим образом. На основе всего, что вы узнали об этом GPT, который вы создали, дайте мне 10 уникальных имен, которые будут выделяться среди других GPT, а также 10 точных конкретных описаний, описывающих основную функцию этого GPT, точно повторяющегося, что он делает. Длина этих описаний должна быть не больше 130 символов. После создания имени и описания создайте 3 варианта изображения профиля, которые подойдут для этой фотографии GPT. То есть, грубо говоря, мы ему говорим, нам необходимо уникальное имя, которого нету в GPT Store. Второе, нам необходимо уникальное описание, которое будет соответствовать там определенным ключевым словам, для того, чтобы люди находили этот GPT Store, для GPT-агента. И третье, мы говорим, нам необходимо изображение, аватарка для нашего уникального изображения, аватарка, которая будет характеризовать данного персонажа для нашего GPT Store. И смотрите, да, сначала он предложил нам изображение, то есть он сделал такого вот парня. Можем посмотреть, кстати, какой он промпт создал, да, аватар для базового GPT. Ну, в принципе, да, вот он справляется со своей задачей, то есть он умный помощник студенту для решения определенных задач. Вот. Единственное, он говорит, что у меня сейчас есть 2 варианта. То есть он нам создал изображение, он нам дал имена. Видите, имена и описание он дал нам на английском языке. Почему? Потому что он понимает, что GPT Store, имена и описание, все находится на английском языке. И, соответственно, имена, которые мы можем выбрать: экзам ментор AI, исследовательский BabyBot, викторина Wiz, тест репетитора машина, Brain Buddy GPT, Smart Study Pal, академический союзник. Мне нравится вот это вот экзам ментор, да? В принципе, ментор по сдаче экзаменов на базе искусственного интеллекта. Дальше, значит, он нам пишет description, то есть описание. И здесь тоже 10 вариантов, все на английском языке, по той простой причине, что описание мы также будем вводить в любом случае на английском языке. Ваш личный ИИ для составления индивидуального плана подготовки к экзамену. Можем дружелюбный бот, который организует для вас учебный план, оптимальный план обучения. Руководство на базе искусственного интеллекта для освоения викторин, автоматический
перевести вашу учебу с помощью искусственного интеллекта, интеллектуальный GPT, который революционную подготовку к экзаменам, и то есть все для нас. И здесь он нам сказал, что у нас есть одно вариант изображения, хотя мы его просили 3 варианта изображения, но он сделал одно, потому что как бы сейчас ограничен запросом. Давайте просто продолжить. Я думаю, он поймет, что нам, да, вот он понял, что нам необходимо еще сделать 2 изображения из 3. То есть он сделал один вариант, что 2 варианта из 3 мы можем попросить его в следующей задаче. Находится в процессе разработки, будет представлен в ближайшее время. Вот такой вариант. Но мне первый вариант больше нравится. Но это больше, знаете, наверное, на студентов, да, направлено. И третий вариант, сейчас посмотрим, какой он предложит. И третий вариант — учебную сову. Ну, слушайте, мне вот этот вот больше по душе, поэтому я его и буду использовать. Все, то есть, в принципе, у нас готов наш GPT-агент, то есть у нас есть инструкция, у нас есть имя, у нас есть название, у нас есть изображение, у нас есть полные инструкции для него. И теперь наша основная задача — это перейти в раздел создания GPT. В самом начале я вам показывал, что мы в этот раздел заходим, и начать генерировать нашего GPT. То есть у нас мы здесь, если мы здесь будем создавать нашего GPT-агента, то мы начнем с аватарки, мы начнем с названия. Но у нас нет названия, у нас нет аватарки, у нас нет идей. А на основе того, что мы заранее все проготовили, у нас этот GPT, он будет выделяться. Значит, я выбрал фото, которое нам сгенерировал GPT. Дальше, значит, наша следующая задача — это выбрать имя. Мы выбрали вот это вот Exam Mentors AI. Мы выбираем это имя и вставляем сюда. Мы выбрали описание, да, description. Вот это описание. Мы его выбрали отсюда. Также в описании я вам рекомендую вставлять еще какие-то ключевые слова. Например, слово экзамен, студент, еще какие-то. Использовать ключевые слова, пускай описание будет чуть больше, оно будет там не так красиво выглядеть, но когда мы будем использовать поиск по GPT Store, например, здесь, мы можем с помощью ключевых слов попасть именно в нашего, то есть человек может с помощью ключевых слов попасть именно в нашего GPT. Поэтому рекомендую вам сделать, соответственно, здесь еще немножко продолжить, может быть, попросить его сгенерировать чуть побольше, используя определенные ключевые слова. То есть добавить сюда ключевые слова определенные, добавить более детальное описание. Ваш персональный ассистент для подготовки индивидуального плана к экзамену, то есть для подготовки к экзаменам. Круто. Значит, дальше мы берем и сюда прописываем уже полноценные инструкции, которые нам чат GPT вставил. Вот эти инструкции, то есть эти инструкции обеспечивают динамичное взаимодействие, которое адаптируется под индивидуальные нужды пользователя, делают процесс в любое время дополнительной практики. Ну, вот эту вот информацию мы не берем, мы, соответственно, берем и инструкции используем. То есть вот эти инструкции, и мы введем вот отсюда. Инструкции для подготовки к экзаменам через реальные сценарии. Мы инструкции копируем, вставляем их сюда. Конечно, еще раз говорю, что инструкции лучше вставлять на английском языке, для того, чтобы наш бот был чуть умней. Но сейчас в качестве примера я вам показываю на русском языке. Конечно, можно сейчас перевести в Google переводчик, засунуть эту информацию и сделать из него более, ну, то есть на английском языке, но в принципе для примера вполне достаточно. Значит, понимание пользователя. Запросите пользователя информацию о предмете экзамена, специфичные темы, которые ему потребуется изучить. Попросите оценить уровень уверенности в каждой теме по шкале от 1 до 10. Я бы сюда еще добавил, где 1 минимальный уровень, а 10 максимальный. То есть мы можем без проблем корректировать наш промпт, добавлять в него какую-то информацию, которая нам кажется немножко размыта, то есть чтобы его усилить. Все, я сюда больше пока ничего добавлять не буду. Моя основная задача — это просто вам показать, как это работает. Все эти пользовательские инструкции, они, соответственно, здесь сохранены. Еще что я бы порекомендовал вам сделать. Есть такая штука, как первые шаги. То есть когда мы попадаем в любого чат-бота, давайте вот, например,
примере Canva покажу, у них, по-моему, это реализовано. У них есть так называемые, то есть человеку не нужно вводить промпт. Когда он в первый раз заходит в Canva, он выбирает из предложенных Canva, соответственно, эти промпты. То есть make an Instagram пост, сделал мне Instagram пост на основе там каких-то данных. Вот то же самое. Вот эти вот пользовательские инструкции, например, здесь инструкция 1, и вот они вот появляются. Видите, инструкция номер 1, инструкция номер 2, то есть быстрые запросы, которые вы бы хотели, чтобы человек задал. Например, вот по каким-то наукам, да, изучение каких-то материалов я бы использовал там, где вы учитесь, там школа, институт, колледж, университет. То есть какие-то такие базовые варианты, чтобы человек просто выбрал, и ChatGPT уже понимал, что этому человеку нужно там для университетских экзаменов. А дальше он уже там расскажет, каким экзаменам его необходимо подготовить. Мы можем сюда внести, соответственно, в какие-то дополнительные файлы для обучения. Но в этом в данном конкретном случае я не вижу какого-то особого смысла сюда вводить какие-то данные, потому что он у нас по общему обучению. Значит, дальше нам необходимо выбрать, что он может использовать. Я бы рекомендовал оставить все три, то есть и генерация кода, и DALL-E, и веб-браузинг, для того, чтобы у него были более широкие возможности. Например, человеку понадобилось изображение, он ввел, и тут же DALL-E подключился и сгенерировал ему необходимое изображение. То же самое с кодом. То есть здесь все три галочки выставляем. И четвертый и последний, соответственно, этап — это Actions. Что такое Actions? Мы можем создать новые данные. То есть Actions — это действия, это так называемые действия, которые могут выполняться за пределами чата GPT. Например, он может с помощью действий, то есть мы можем подключить через API любой сервис к этому боту, и, соответственно, он будет связываться уже с сервисом, там, с Гуглом, еще с каким-то сервисом, неважно, то есть с каким-то поиском, с Яндексом, с каким-то сайтом. То есть через действия. Я сейчас углубляться в эту тему не буду, потому что это очень большая достаточно тема. Я отдельно как-нибудь обязательно сниму по этой теме видео. Но с помощью действий мы, например, можем сделать какое-то пользовательское соглашение для того, чтобы человек понимал, что его персональные данные по нашему боту, соответственно, они все учтены. То есть мы с помощью этих действий, он тут же подписывает там какое-то пользовательское соглашение, что он не будет к нам иметь никаких претензий, когда будет использовать этого бота. Это вот тоже как бы юридические такие проволочки, они очень важны. Соответственно, здесь прописываем действия. Еще раз говорю, это большая тема, и сейчас на нее времени просто нет углубляться. Дальше, значит, нам необходимо сохранить. Сохранить, для начала я рекомендую вам сохранять для себя, то есть вы создаете для себя этого бота, и дальше мы уже просто его тестируем и смотрим, как он работает. Но после того, как вы сохранили, вам необходимо, то есть вы сохранили его, начали с ним взаимодействовать, начали с ним работать. Он у нас, конечно, сейчас еще в такой стадии, что он не готов, потому что вот эти вот инструкции нужно убрать, здесь подкорректировать. Вот, сохранили только для себя. Значит, либо только для меня и для тех людей, у которых есть ссылка. Но для того, чтобы он появился в публичном доступе, нам необходимо, значит, проделать следующую работу. Нам необходимо выбрать everyone, то есть для всех, и выбрать категорию. Помните, когда мы с вами вначале генерировали нашего бота, мы выбирали категорию, то есть мы выбирали категорию, в которой этот бот будет работать. Для того, чтобы там не выбирать все категории, оставшиеся категории, мы выбрали конкретную категорию, в рамках которой наш этот бот будет работать. И мы выбрали education. И здесь мы то же самое. Мы выбираем эту категорию education для того, чтобы не распыляться на другие категории. И дальше нам необходимо еще внести данные в свой аккаунт для того, чтобы получать те самые выплаты от ChatGPT. Как это сделать? Давайте пока выберу Only Me. И здесь нам необходимо зайти в настройки. И здесь есть настройки и бета-версии. И здесь в разделе Builder Profile, то есть платежный аккаунт, грубо говоря, наверное, так можно перевести,
Вот. Здесь нужно персонализируйте свой профиль строителя, чтобы общаться с пользователем ваших GPT. Эта настройка применяется к общедоступным GPT. Здесь я вам что рекомендую сделать? То есть здесь написать имя свое, то есть кем создан GPT. Подключить возможность получения электронных писем от тех людей, которые будут пользоваться вашим GPT. И верифицировать свой домен. То есть доменное имя сюда прикрутить для того, чтобы была возможность, как это правильно сказать, чтобы была возможность взаимодействовать с теми людьми, которые, то есть когда человек переходит на вашего вот этого бота, чтобы он видел наш сайт и мог перейти на сайт, и, соответственно, мы получали еще дополнительный трафик от ChatGPT. Нам необходимо верифицировать свой профиль, верифицировать свой веб-сайт. Как только вы это сделаете, вы нажмете «Сохранить», и все. И вашего бота уже можно будет, соответственно, размещать для всех. То есть мы берем Everyone, Education и нажимаем Confirm. Все, после этого наш бот размещается, соответственно, в публичном доступе в ChatGPT магазине. И по этой ссылке мы можем, соответственно, этим ботом пользоваться. То есть мы можем его где-то рекламировать. Например, разместить ссылку на этого бота под этим видео, рассказать о том, какой он крутой, разместить на него ссылку, и те зрители, которых он заинтересует, бот для подготовки к экзаменам на основе каких-то игр, соответственно, люди будут переходить и готовиться с помощью этого бота к экзаменам. Я его сейчас, конечно, еще немножко подкорректирую, то есть я переведу все тексты, которые мы создали, все инструкции на английский язык, поэтому этот бот уже, можно сказать, будет рабочий. Вот. И вы можете потестить, посмотреть, поиграться с этим ботом, пользоваться. И самая штука какая? То есть, когда мы продвигаем наших ботов, они могут попасть в топы, и они могут попасть в 12 рекомендаций по обучению. То есть, вот раздел Education, и сюда он попадет в раздел 12 рекомендаций. То есть, здесь уже есть Math AI, War Room, есть различные боты, и сюда они попадают на основе того, сколько людей, соответственно, этим ботом пользуются. Но если мы введем, например, экзамен, но, скорее всего, он сейчас покажет мне моего бота, потому что он рекомендует нам сначала своих ботов. Вот, да, экзамен Mentor AI. То есть здесь его еще никто не использует, то есть он будет где-то внизу списка, но смотрите, какая здесь низкая конкуренция. Здесь всего 100 тысяч человек, 1000 чатов. То есть продвинуть такого бота не составит большого труда при каком-то большом желании. Все. Таким образом мы создаем бота. Мы можем создать бесконечное количество ботов, использовать их, продвигать. Можно продвигать в своем инстаграме, в фейсбуке, на ютубе, где угодно, в каких-то тематических форумах давать ссылку на своего бота. Либо просто студентам давать ссылки, говорит, вот, учись с помощью этого бота. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Мы только в начале создания чего-то большого, создавать своих GPT-ботов, зарабатывать на этом деньги. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео. Все ссылки, которые я использую, промпты я использую, есть в телеграм-канале. Ссылка есть под этим видео, как попасть в телеграм-канал. Есть ссылка, переходите. Обязательно оставьте комментарий, позитивный, негативный, неважно. Комментарий помогает продвижению этому видео. Большое вам спасибо. Пока.